Тема, надеюсь, все догадываются, чакры сущности, внутреннее строение, основные программы, познание себя, раскрытие индивидуальности и дальше второе – это цели, планы. Да, дальше там принципы, которые направлены на реализацию этих программ. В целом я напоминаю, что по внутреннему строению основные проблемы связаны с двуличием. То есть официально человек говорит, да, скажем, каждая душа индивидуальна, и я, надеюсь, тоже особенный, но такой же, как все, или хуже, чем все, и делать ничего не буду, и не делаю. Да, примерно вот так. Человек согласен теоретически, но что он думает и что превращается уже в дела и в результаты, это как бы другая история. Да, то, с чем нам нужно будет сегодня работать. Самое сложное, по всей видимости, что нужно будет сделать, состоит в следующем. Каждый человек по-своему принимает решение. Да. Варианты какие? Большинство людей думают не головой, да, подсознанием, подсознательное управление, желания, эмоции, страхи, хочу, не хочу. Да, вот они думают вот так, у них нет никакого расчета. У них нет целей, относительно которых они решают задачу. Да, 97% людей живут без четко определенных целей. Дальше идет осознанное управление. Оно, собственно, достаточно четко разделяется на два этапа. То, что ты понял, тебе нужна вот такая-то цель, и да, ты думаешь. И следующий этап, когда твое мышление качественно меняется, каким образом? Ты принимаешь подчинение Богу и подчинение духовным законам. Не ты решаешь, а твои решения должны быть такими, чтобы это соответствовало духовным законам. Да? Тогда фактически большая часть решений людей становится принципиально другими. Если человек эту программу запустил, у него цели раскрыть, да, познать, в чем твоя индивидуальность. То есть у каждого человека свои таланты. То, что у него изначально заложено, будет получаться лучше всего, он будет получать самые сильные состояния, выходит на максимальную энергию. Он это отметает, потому что искать нечего. Да? Если человек говорит, что я обычный, значит, он отказывается от решения задачи, выйдя на то, что тебе заложено богами изначально, на свои самые сильные стороны. Там, где максимум энергии, максимум талантов, где ты будешь получать наслаждение и будешь максимально эффективным. Еще одна программа, тоже, помню, на обсуждение, выглядит примерно так. Лучше быть обычным человеком. Серым, незаметным, не высовываться. Если ты не участвуешь там, в соревнованиях, ты никогда не проигрываешь. Желательно понимать, ты не живешь, сидя дома у телевизора. Ты не растешь, ты ничего не получаешь. Кто сражается за приз, он получит. Кто-то первое, кто-то второе, кто-то четвертое. Тренируется, растет, что-то происходит. С тобой ничего не происходит, если ты не сражаешься за ценные призы. Да? Следующая программа. И в целом, да, вот, развитие как таковое, для того, чтобы понять себя, но пока ты трус, там, лентяй и так далее, ты не можешь себя понять. Почему лень? Почему страшно? Да, нужно убрать весь негатив, тогда человек может разговаривать со своей душой. Да? Для того, чтобы человек мог прощаться со своими проблемами, ему их нужно признавать и искать, и с наслаждением прощаться. То, что блокирует. Да, я понимаю, но это ж так обидно. Неважно. Да, вот, уязвимость, обидчивость, то, что блокирует человеку, да, способность, да, очищаться эффективно, прощаться со злом. Если ты обидчивый, значит зло у тебя будет расцветать пышным цветом. Если ты понимаешь, что это неправильно, тебе нужна критическая информация для освобождения, ты ее ищешь, ты за нее благодаришь, ты адекватен. В противном случае ты на стороне проблем. Следующая программа – незаинтересованность в развитии. Опять же, каждый человек по-своему для себя это все определяет. Идеальный вариант, когда вы понимаете, есть духовные законы, вот воля Бога. Зачем Он посылает людей на землю? Для того, чтобы человек развивался, там, рос, и, по крайней мере, добрался до такого уровня, когда он становится опорой для высших сил. Не для того, чтобы ел, там, не для того, чтобы реализовал какие-то свои там, личные интересы, хотя это тоже как бы никто ж не мешает. Но самое главное, для чего тебя послали на землю? Для того, чтобы твоя душа из воплощения в воплощение развивалась и росла. Но это как бы высший мотив. Конечно, желательно, чтобы был личный мотив. Ты
научился извлекать из этого максимальную пользу, кто достигает успеха. Может, не всегда там как бы морально-этические вопросы человек, да, но в любом случае самый сильный, самый умный, бесстрашный, ну и так далее. Следующая программа «Моя цель» – познание себя, своей индивидуальности. Все люди разные. Задача научиться различать люди, чем они отличаются, кто там выше, кто ниже, кто позитивный, кто наоборот, да, там, по другим характеристикам, как с ними общаться. Если ты умный, ты стараешься находить общий язык. Понятно, среди этих людей ты вообще-то кто? Пойми, кто ты. Если ты не понимаешь себя, свою природу, ты как бы берешь футляр, надел на себя и пошел. Жмет, неважно, косой, кривой. Да, вот, ну, так получилось. Нет. Пожалуйста, пойми, кто ты, и найди самое лучшее решение. Следующая программа «Моя цель» – очищение и развитие. Очищение как закон. Да? Попрощайся со злом, иначе ты марионетка в чьих-то руках. С другой стороны, пока ты не пройдешь очищение, ты не сможешь познать, кто ты. Да? Потому что там говорит страх, глупость или еще что-либо, но не твоя душа. По развитию. И в целом закон, и развитие – это инструмент, одна из задач, в том числе раскрой свою природу, раскрой свою индивидуальность. Моя цель – очищение и развитие. Если человек целенаправленно не прогрессовал свои цели жизни, то там будет работать то, что записано непонятно когда, в этой жизни, в детстве или в предыдущих жизнях. Поэтому нам нужно чакру сущности. Вот, скажем, есть коронные места, ну, там, пульт управления, да, кнопочки нажимают. Управление целями жизни и планами. Нам нужно лишнее вычистить и туда, по крайней мере, конкретные цели вы потом посадите, да, или если не есть, поставите их сейчас. Но, по крайней мере, задать программу, чего там быть не должно и что там быть должно. Да, чтобы на дверях были правила: пропуск покажи, ты классная цель, достойная, светлая, заходи, поганая, иди обратно. Следующая программа «Не светлые цели сжигают дотла». Напоминаю, вот. По отношению к целям, конечно, нужно, чтобы была большая ответственность. Не просто «хочу» или «не хочу». Да, а что тебя хотят высшие силы? Как они будут тебя принимать экзамены, когда ты придешь? А можно мне там светлые миры? Да? Они говорят: нет, нельзя, у тебя в дневнике двойки. Хоть ты и старался, хоть ты учился в хорошем заведении, но да? Что такое не светлые цели? Если у вас там есть схалтурить, присвоить, обмануть или еще что, это не светлые цели, вы не можете, в принципе, подключены быть светлым покровителем. Следующая программа, да, по планам. Опять же, сущность управляет подсознанием для того, чтобы решать определенные задачи. Интеллект в осознанном режиме, сущность в автоматическом. Дальше планы. Да, вот, размытость, нерасчет. Ну, грубо говоря, там сидят, кто нажимает кнопочки, и на экране всякая муть. Есть у вас планы? Есть. Там какой-то хаос, ну, примерно как-то где-то, ну, может быть, если... И, в принципе, какие-то планы есть, которыми невозможно воспользоваться. Поэтому я, конечно, планирую свое будущее, но я не знаю, что делать. Да? Если есть планы, они должны быть рассчитанные, просчитанные, и они должны быть четко определенные. Конкретно, что ты делаешь, какой результат ты получаешь. Если человек к этому не идет, то он вроде бы теоретически что-то понимает, а по факту ничего не происходит. Комментарии: для того, чтобы выйти на планирование своей жизни, да, вот вы хотите там за год, за месяц, за неделю прийти к определенным результатам, уровень вашего сознания должен, конечно, подняться. Да? То есть сейчас вот есть силы, которые растягивают ваше время и энергию привычным образом и не дают сосредоточиться, сконцентрироваться, насладиться, там, жить в высоком состоянии. Вот чтобы человек вышел на планирование и сформировал навык, вот чтобы выйти на такое состояние, вот вы берете, цели прописываете, планы прописываете, нужно преодолеть приличное внутреннее сопротивление. Да, вот, посражаться с теми, кто против. А кто против? Проблемы те, кто растаскивает время и энергию. Когда человек решит эту задачу, да, цели, планы, потом набил руку, сформировал навык, вот как прописал, так и сделал. Все, он тогда управляет.